So look at this plant over here. Вот посмотрите здесь на это растение. Everything's kind of touching and connected. То есть все вместе работает, тут все соединено. That's very important for flexible thinking and creative thinking. И это очень важно для гибкого мышления и для мышления творения. When you don't think correctly and you don't eat correctly, Когда вы неправильно мыслите, неправильно питаетесь, that connectivity between the different parts of the brain gets very negatively affected. то тогда когнитивность, которая находится у вас в мозгу, она становится очень плохой. You might have heard of cortisol. Have you ever heard of Вы когда-нибудь cortisol? слышали о кортизоле? We very often hear that they call it the stress chemical. Они называют это химия стресса. It's one of the chemicals that is involved in being released in your body when you're in positive stress. Это один из химических веществ, которые высвобождаются в вашем теле, когда вы находитесь в стрессе. Has many excellent benefits for your body. И она имеет очень много преимуществ для вашего тела. You would die without cortisol. Без кортизола вы бы умерли. But if you get into toxic stress by toxic eating and toxic thinking, Но когда вы вот в этой зоне и токсически принимаете токсическую еду и токсически мыслите, so toxic eating also puts you into stage 2 and 3 of stress that I told you about. и токсичная еда, она тоже находится в стрессе, который я говорила вам, там 2-3 вот эти зависимости, Then the cortisol is, you release too much cortisol. то принимая эти вещества, это высвобождает слишком много этого кортизола. It passes into the brain И это идет в мозг and eats up part of the brain. и Eats those things up. съедает вот эти части мозга. So different parts of the brain get affected Поэтому разные части мозга, они подвержены влиянию. and our thinking and memory И and наше, то, как мы мыслим, processing and all these наша things. память, все эти вещи, sets us up for illness, mind issues, depression, anxiety, они etc. просто открываются для всех вот этих вот болезней, для тревоги и так далее. So your diet is very closely linked to your emotions. Поэтому ваша диета очень сильно присоединена к вашим эмоциям. For example, one of the things that you find in your gut, intestines, Например, то, что вы находите, вот очень интересно, то, что находитесь в кишках, то, что там находится, is amyloid beta, which is a very important protein for the brain. это так называемый амилоид, который очень важный белок в вашем теле. Very important in memory and just Он building очень the cells важен of для the body. мозга, он очень важен для памяти и того, как выстраивается ваше тело. It's a building protein. Это выстраивающий белок. But when we eat junk food Но когда мы принимаем мусорную еду, and when we think toxic thoughts, и когда мы думаем токсичными мыслями, we have too much amyloid beta being produced. то тогда у нас очень много вот этих бета-амилоидов производится. And when amyloid beta gets in the brain, И когда бета-амилоид достигает мозга, it forms sticky clumps inside the то brain, внутри нашего мозга это начинает производить вот такие вот плохие соединения, which can set you up for dementia. которые могут привести вас к повреждению. So every time you think a toxic thought and eat junk food, you are setting yourself up for all these lifestyle diseases. Поэтому, когда вы думаете неправильно, когда вы токсичную еду принимаете, это все открывает вас, вы становитесь более уязвимы для всех этих приобретенных болезней. 95% of serotonin and a large portion of dopamine are secreted in your intestines. 95% серотонина и how many percent of Dopamine. 95% of И, protein. I mean serotonin, and okay. then about 80% of dopamine. И дофамина, 80% дофамина производится именно внутри в кишках. So your gut is secreting more of those two neurotransmitters than your brain. Поэтому ваша пищеварительная система на самом деле производит больше веществ, которые необходимы для мозга. And those two neurotransmitters are very involved in how you are feeling and how you are focusing. И вот эти вот два гормона, они очень важны для того, как вы думаете и то, как вы And фокусируетесь. the ability to regulate your emotions. И ваши способности регулировать свои эмоции. So the neurotransmitters don't regulate your emotions. You regulate them. But when you regulate them correctly, they flow in the correct amounts. Но, чтобы вы понимали, гормоны, они не регулируют вас. Вы регулируете их. Когда вы правильно регулируете свое мышление,
мышление, это регулирует объем ваших гормонов, и тогда все в балансе и прекрасно. So when you think in a toxic way and eat toxic food, Но если вы принимаете токсичную еду и думаете токсично, you upset that balance and then that damages the brain and the body. то вы тогда приводите ваши гормоны к дисбалансу, и это повреждает ваш мозг. And it leads to emotional things like depression and anxiety and worry and all that stuff. И это приводит к таким эмоциональным вещам, как тревога, истощенность и так далее. There's a direct link between toxic thinking and mental ill health and toxic food and mental ill health. Есть напрямую, мы видим линию, которая соединяет и идет от... where is that? It's not here, I just said it. Toxic direct link between toxic thinking От and токсичного mental ill health мышления и mental ill health. токсичной еды, and toxic eating and и mental ill токсичной health. еды, и неправильному здоровью наших мыслей. So this is mental ill health, this is mental health. В общем, вот это ментальное здоровье, вот это ментальное нездоровье, это ментальная Toxic болезнь. eating, toxic thinking, mental ill health. То есть вот это вот токсичная еда, токсичные мысли, это ментальные болезни. Healthy eating, healthy thinking, mental Здоровое health. здоровье, здоровое питание, это здоровая жизнь ментальная. Research shows that 2 out of 3 people will gain weight back after going on a diet. Двое из трое людей, исследование показывает, возвращается обратно в свой вес после того, как они прошли диету. This is because people are so focused on the diet that they forget all about the mindset. Это из-за того, что люди больше всего фокусируются на диете, вместо того, чтобы фокусироваться на своем мышлении. 80% of weight loss И and weight maintenance 80% людей, которые теряют свой вес и остаются потом в том весе, comes from your mind. оно приходит от вашего мышления. So when you mindfully work through your eating and your food choices, Поэтому если вы именно будете с мышлением проходить через вашу еду и через то, что вы принимаете решение, то, что вы будете кушать, that's how you will achieve the best and healthiest weight for you and your body and keep it that way. это то, как вы сможете достичь здоровый для вас вес, соблюдать его и идти в нем по жизни. We need to think about what we eat, Нам нужно думать о том, что мы едим, and we need to understand why we are eating, и нам нужно понимать, почему мы едим. and this requires a thinking lifestyle change. И это также требует изменения жизненного стиля. So if you are eating, standing up and rushing to the next appointment, all worried and anxious, Если вы, допустим, покушали, бегом встали, побежали на следующую встречу, или вы находитесь в какой-то тревоге, или истощены, или еще какие-то вещи, you will lose most of the nutrition that you would get from that food. то вы теряете большинство питательных веществ, которые вы получаете через эту еду. Eating needs to be a very happy and peaceful and communal kind of event. А принятие пищи это должно быть таким очень мирным, счастливым, общественным событием. So even if you are living alone, you've got some friends, if you're eating, phone them and talk to them while you're eating. Поэтому даже если вы живете один, вам нужно приглашать друзей и с ними обедать, там, кушать и наслаждаться едой. Well, swallow your food first and then talk. Или вначале проглотите свою еду, а потом уже разговаривайте. When we are in a rush, Mac and I, and our lifestyle is very busy, И из-за того, что наша жизнь становится такой очень занятой, мы постоянно в бегах. we don't eat until we are relaxed. Нам не нужно кушать, пока мы не расслабимся. Eating is a big thing in our family. We cook together, talk together. It's very communal. А принятие пищи в нашей семье это что-то такое очень большое. Мы вместе готовим, мы вместе едим и общаемся в это время. We prepare food together. We eat together. Мы подготавливаем еду вместе, мы кушаем вместе. When you're sitting down around the table, that's when you're very relaxed. Когда вы сидите вокруг этого стола, вы очень And that's when you расслабленном can share состоянии. things about the И day это and то, help когда вы each можете other and поделиться с друг listen. другом, как прошел день, как можно помочь и так далее. If we are in a rush, we don't eat. А если мы вот в этой спешке постоянной, то мы не едим. I don't know what it's like in the Ukraine, but in America, they eat in their car all the time. Я не знаю, как у вас в Украине, но в Америке они постоянно едят на бегу. And in South Africa, where I come from, that's like that now as well, and Australia. И в Австралии, и в Южной Африке, откуда я, это таким же образом. Let's talk a little bit about the gut-brain connection. Ну, давайте немного поговорим о соединении наших, как соединены наши кишки и наш мозг. Your brain is connected to your intestines. Потому что ваши внутренности, будем называть их так, соединены с вашим мозгом.
So our thought life controls our digestion. Поэтому наша мыслительная жизнь, она влияет на наше пищеварение. There is a mini brain in your gut. Есть очень много мозгов в ваших внутренностях. There's a mini brain in your heart. Есть очень много мозга в вашем сердце. And this is why we have this constant interaction between Вот. the brain, the heart, and the gut. Почему у нас постоянно происходит интерактивная деятельность между нашими внутренностями мозгами и нашим сердцем и мозгами? That's on an electrical chemical level. Это на уровне электронных этих самых quantum последовательных. И на уровне квантов, Which is much, much faster что на самом деле намного-намного than the быстрее, electrical chemical. чем электрохимические производства. There's an instantaneous connection between your thoughts and every cell of your body, as I've already said. Как я уже сказала, есть постоянное мгновенное соединение между вашими внутренностями, сердцем и вашим мозгом. So, basically, our thought lives are our gut is lined with brain cells, literally. Так что нам нужно понимать, что буквально наши внутренности и то, что там вырабатывается, эти клетки соединены с нашим мозгом. In addition, 95% of serotonin, 50% of dopamine are in the gut. И на самом деле мы говорили об этом уже раньше, 95% серотонина и 50% дофамина находится в наших внутренностях, там вырабатывается. Good. Then you get bacteria in your gut that are very, very important for health and mental health. Потом есть внутрикишечные бактерии, которые очень-очень важны для здоровья нашего мозга. They produce a benzodiazepine-like substance which calms us down. Это производит бензодиазепин, который выстраивает и успокаивает, когда происходит какая-то вещь, успокаивает наше мышление. So in other words, the majority of the chemicals that calm you down and make you feel good come from your gut. Так что, чтобы вы понимали, те гормоны, которые производятся в наших внутренностях, гормоны, которые помогут вам успокоиться и прийти в ясность ума. And because of what we call the enteric nervous system, из-за нашей внутренней нервной системы, which is the fancy word for the nervous system in the gut that connects to the brain, которое просто очень такое красивое слово для внутренней системы, для системы наших внутренностей, нервной системы наших внутренностей. because of that, we have this constant relationship between what we eat and how we are feeling and focusing. Которые соединены с нашим мозгом. Из-за этого у нас есть постоянное соединение, и то влияет. То, что мы едим, влияет на то, что мы думаем, на то, что мы чувствуем, и то, в каком мы состоянии находимся. You have somewhere between 200 and 600 million nerve cells in your gut. У вас есть от 200 до 600 миллионов нервных клеток в ваших внутренностях. And that controls all aspects of digestion in connection with your brain. И это контролирует всю пищеварительную систему и ваш мозг. There are more nerve cells in the gut than there are in the spinal cord. На самом деле находится намного больше нервных клеток в вашей внутренности, чем находится он в вашем спинном мозге. It's directly this nervous system is directly connected to the brain and has the same chemicals, neurotransmitters. И это тоже Same tissue and neurotransmitters. И это имеет те же самые соединения нашей внутренности с нашим мозгом. И эти клетки соединены в нервной системе, которая идет и работает вместе с нервно-трансмиттируя. Ну, это просто передача этих клеток. This back and forth communication Постоянно идет tells передача us when we are между full, ними, говоря о том, что приходит сигнал, while we're мозг, being anxious, что вы уже полны can еды, ruin your appetite, что или вы очень в make you feel тревоге сильно, bloated, из-за этого вы хотите больше make you кушать, put on weight. и из-за этого вы можете So потолстеть. your mind can make you put on weight. Поэтому ваш ум может прибавить вам веса. In fact, it's the main reason, На самом деле это главная причина. because if your mind's not right, you don't think about what you're eating, Потому что если ваше мышление неправильно, вы не думаете то, о чем and then вы, the toxic food goes to fat on your body. что вы принимаете, какую еду, и тогда токсичные мысли проходят через ваше тело. The pancreas is part of the digestive system. И, значит, поджелудочная железа, And it secretes 20 emotionally laden peptides, which are поджелудочная proteins. железа, она, получается, это часть вашей пищеварительной системы, она производит 20 эмоциональных
and that they work with the hypothalamus in the brain, which is a structure in the brain, гормонов, которые работают напрямую с веществом в вашем мозгу, that controls our hormone system in our body. которые контролируют всю гормональную систему вашего тела. So when you are eating, the pancreas must secrete these 20 peptides. Поэтому, когда вы едите, поджелудочная железа, она должна вырабатывать вот эти все 20... And a communication is set up with the hypothalamus in the brain as you're eating. Окей. Talking between the Мы говорим, hypothalamus and the и это proteins. все проходит, то есть это все вырабатывается, эти гормоны вырабатывают белки, это все проходит в одной нервной системе. And as that conversation is happening, И когда между ними происходит вот этот разговор, then you get the message when you are full or when you are то вы hungry. получаете тогда сигнал, или вы полны, или вы голодны. Also, the ability of your body to extract the nutrients from the food is also controlled by those 20 peptides. И также вот эти 20 пептонов, они контролируют то, как вы будете принимать все полезные вещества из питания, которое вы получаете. But when you're in toxic stress Но если вы находитесь в стрессе, токсичной стороне стресса, and eating toxic food, и вы едите токсичную еду, those peptides though, from the pancreas don't get secreted properly. то тогда вот эти пептиды, они не вырабатываются правильно вашей поджелудочной железой. So the message gets mixed, the conversation is all jumbled between the brain and Поэтому разговор между ними нарушается, между вашими внутренностями и мозгом, and everything can go wrong with your digestion. и все может пойти неправильно с вашим пищеварением. For example, you can get those terrible sore stomach, Например, вы можете получить вот такую боль в вашем желудке. bloating, cramping. И это будет, у вас какие-то будут там сжиматься, да, как у нас. And this is because Правильно. there's less blood Да. flow to the gut. И это из-за того, что начинает неправильно идет кровь к нашим внутренностям. And instead of the nutrients getting absorbed, they get turned into toxic waste. Происходит сужение сосудов, и вместо того, чтобы наши сосуды все хорошо подавали кровь нашим внутренним органам, The good bacteria in your gut get badly affected. наши бактерии хорошие, которые находятся во внутренностях, они плохо, кишечные бактерии, им наносится вред. Which directly affect your digestion and your mental health. И это напрямую повреждает ваше пищеварение и также ваше ментальное And здоровье. that's just a few of the things that can go wrong. И это просто несколько вещей, которые могут пойти не так, которые я упомянула. I'm not trying to frighten you. И я не пытаюсь вас запугать, I'm trying to wake you up. я пытаюсь вас разбудить. I'm trying to help you realize that we are called to live a healthy spirit, mind, body life. Я пытаюсь привести вас к тому, что мы все призваны жить к здоровой, мыслительной, к здоровой жизни и здоровому телу. Your mind needs your brain and your body. Ваше мышление и ваши мозги, ваше тело Your brain and your body need your mind. нуждаются друг в друге. Ваше мышление нуждается в вашем мозге. We have to look after both. И нам нужно за двумя следить. We can't just think we can eat any old thing and then pray grace. God is not a genie. He's not a magician. Нам нужно понимать, что мы не будем кушать просто какую-то геномодифицированную еду или какие-то вещи и думать, что все классно будет. No amount of grace, praying, pray, Молясь, is going to turn that junk food into healthy kale. вот эти вот, даже молясь о еде, об этой мусорной еде, это никак не превратит ее в хорошую здоровую еду. We have to take responsibility for what we are thinking and what we are Нам putting in our нужно mouth. понимать и брать ответственность за то, как мы мыслим, и то, что мы принимаем как пищу. The research shows that when you eat mindfully, when you increase your thinking and you become more emotionally aware, you are going to make better food choices and have better weight control. То есть исследования показывают, что, where is that? Что увеличивая свое мышление, эмоциональная обизданность, да, осознание на русском языке, это помогает нам в выборе правильной еды, правильного питания, правильных привычек еды, и это больше влияет и контролирует наш вес, чем все остальные диеты.
This is more effective than reading the food labels, which you should also do. Это намного более эффективно, чем вы читаете то, что находится в этом продукте, да, там сколько жиров, сколько углеводов и так далее, которое вы тоже должны делать и читать, что там. But thinking and emotional awareness, mindful eating, is key in healthy choices, food choices. Но еда с умом влияет намного больше на то, что вы принимаете правильное решение. And on the topic of food labels, И говоря вот об этом уровне на отношении еды, if you have too many ingredients and you can't recognize the ingredients, don't touch that food. если вы видите на обертке очень много ингредиентов, которые вообще не понимаете, вам лучше это не принимать. Good healthy food Потому что хорошая пища, здоровая only has a пища, few recognizable ingredients. там есть два очень, тех ингредиента, которые мы хорошо знаем. So we need to think. Let's have a look at this little И image of a girl thinking. посмотрите, пожалуйста, на эту картинку мышления. We need to think while we are eating. Нам нужно думать, пока мы едим. Okay, what should we be eating? Что мы должны кушать? What is real food? Что такое настоящая еда, I have натуральная one еда? rule for eating. У меня есть одно правило для еды. Eat real food Кушайте настоящую еду mindfully with your thinking. с вашим мышлением. Eat real food mindfully. Кушайте натуральную еду с мышлением. So if you like a specific type of diet, Если вы на какой-то особенной диете. maybe you're vegan or vegetarian or pescatarian or paleo or blood diet or whatever. so many You don't have that here. In America, there's a million different ways. Она начинает перечислять все виды диеты, что кто-то из вас вегетарианец, кто-то просто веган, просто кто-то там еще, и это куча у них. When I go Я говорю, to- у нас столько много нету. When I go to America and Australia and New Zealand and South Когда я Africa, еду в Южную Африку, в Америку, в Австралию, Новую Зеландию, I get asked, should I eat paleo? Should I eat this, like hundreds of different diets? и там просто сотни разных диет, они спрашивают, а мне нужно так кушать или My нужно так answer is кушать? always the same. И мой ответ всегда один и тот же. Eat real food. Настоящую, натуральную With your еду mind. кушайте и потребляя свое So мышление. if you want to eat paleo, whatever, Принимая. Если make вы- sure that it follows these rules. Let's have a look at the rules for real food. Хорошо, давайте посмотрим. Если вы захотите что-то скушать, вам нужно следовать вот этим правилам для натуральной еды. Fresh and nutritious. Эта еда должна быть свежей и питательной. When the apple is about to drop from the tree, for example, Например, когда вот яблоко, оно должно уже упасть с дерева. that is when it's at its most nutritious. Это время, когда больше всего питательных веществ в нем And as you находится. eat that apple when it's correctly ripe, И когда вы кушаете это яблоко, правильное, натуральное яблоко, the nutrients are in a form that your body can get immediate benefit. то вот столько питательных веществ там находится хороших, что ваше тело сразу же принимает все эти правильные питательные вещества. A lot of the big farms Очень много больших ферм, pick the apples, for example, before they're ripe, or the vegetables or fruit. они собирают яблоки или фрукты, вот что бы это ни было, какие-то овощи до того, как они созревают. So by the time they get to the shop, they've got a bit of color, Чтобы к тому времени, как они поступают в магазины, там пришел хороший but they've цвет. lost up to 50 to 80% of their nutritional value. Но тогда эти продукты теряют 50 до 80 питательных веществ, которые там были ценными. You should eat predominantly what is local in your area and what is seasonal. В большинстве своем вы должны принимать в пищу еду, которая находится в вашей зоне жизни, или, скажем так, там, где вы живете, да, и в тот сезон, когда растет этот овощ или фрукт и так далее. God has designed the food in each area of the world to be suitable for that climate. Потому что Бог сотворил в каждой сфере, каждой точке этого земли еду и поместил ее там, чтобы она была хорошей именно для тех людей, которые там живут. For example, in the Ukraine, your temperatures are very extreme. То есть, например, на Украине у вас меняется температура и перепад большой. Your winters are freezing and your summers are very hot. У вас есть мороз на протяжении зимой, и у вас есть жара летом. So you need a different kind of nutrition to if you lived in California, where we live part of the year.
Но вам тогда нужны другие питательные вещества, чем нам, когда мы живем в Калифорнии большую часть Because года. in California, it's kind of one season all year Потому что в round. Калифорнии есть только один сезон, практически он целый год там. Gets a little bit warmer in summer and a little bit colder in winter, but Это not much change. немножко теплее становится летом и немножко холоднее становится зимой, но практически не меняется. When food is seasonal, И когда еда на правильное время, в сезон, it's at its most nutritious. то именно тогда в ней больше всего питательных веществ. You should eat meat that is on chicken, etc., that is grass-fed, wild as possible. Вам нужно принимать в пищу, допустим, или говядину, или курятину тех животных, которые были выращены самым диким образом, как только это возможно. Они принимали траву как еду и так далее. In America, we have things called, and also in Australia and South Africa, called concentrated animal feeding operations. В Америке, в Австралии там, и так далее у них есть такое название, как напрямую поставка еды животных. Which are absolutely terrible. Что вообще на самом деле это очень ужасная вещь. You'll see the picture up on the screen. Вы видите прямо сейчас на Where картинке, these animals are not allowed to roam freely, эти животные не могут бегать свободно, but they basically are constricted and confined in that locked up for their whole life, literally. на протяжении всей своей жизни они присоединены к этой машине, которая питает их. They are fed a diet that is not a natural diet. Их кормят вот этой диетой, которая ненормальная для них. They are fed GMO corn and soy and wheat. Их кормят геномодифицированной соей и всевозможными зерновыми вещами геномодифицированными. Which affects their body. То, что очень сильно влияет на их тело. They also, because they're not wandering around in the field, the fats in their body are also affected negatively. И из-за того, что они не бегают по полю, тот жир, который собирается в их теле, очень негативно влияет на них. They get very sick, so they need a lot of antibiotics. И из-за того, что они постоянно становятся больными, им нужно очень много антибиотиков. And they also get very stressed out, so that increases the toxic stress in their body. И из-за того, что они постоянно находятся под стрессом, это получается, это влияет на их тело. And they also get fattened up with hormones, so that they get fat quickly. И также им специальные колят гормоны для того, чтобы они побыстрее становились больше. Then when the people are eating that meat, И когда люди потом кушают это мясо, what the animal ate is То- what you are eating. то, что кушало это животное, это то, что кушаете теперь вы. So if you are eating imported meat from America, Поэтому если вы кушаете мясо, которое импортировано из Америки, you are eating meat that's filled with hormones, antibiotics, вы GMOs, кушаете мясо, которое полно ГМО, которое полно антибиотиков, incorrect stress chemicals, которое имеет всевозможные химические incorrect повреждения. omega-3 and 6 balance, incorrect fatty acid balance, То есть все находится в дисбалансе, which is very damaging to your body and your brain. что на самом деле приводит к большому повреждению и вредит вашему мозгу и телу. You should eat your fruits and vegetables free of synthetic chemicals. Вам нужно кушать свои овощи и фрукты без всякой химической обработки. Chemicals have a multitude of damaging effects in the brain and body. Потому что химические вещества имеют очень много разновидных способов, как повредить ваш мозг и You тело. should eat whole foods that are minimally processed. И вам нужно кушать еду, которая минимально прошла какое-то вообще So производство. wheats that are, for example, milled as opposed to processed. Допустим, как зерно, которое не должно быть, да, зерно должно оставаться грубого помола, а не полностью как высший And you сорт. should eat as diverse a diet as your area allows. Lots of different things. И вам нужно иметь в своем питании, скажем так, в своей ежедневной диете те вещи, которые есть у вас в стране, которые доступны вам. In this book, I have a lot of references. И здесь есть очень много, я очень много говорю. Links to scientific articles, links to Там всевозможные статьи, videos you can всевозможные watch. видео, которые можете посмотреть. Я там даю ссылки, I где это можно explain сделать. in depth the dangers of how hormones are messed up and GMO and organic, all how Я там organic being good, why it's good. Я там много объясняю, почему ГМО и продукты ГМО так плохо действуют, почему хорошо органическая еда и так далее.
The big thing is that we need to recognize that our brain and body and the earth we live in are wired for love. Большинство из этого нам нужно просто распознать, что наш мозг, наше тело и эта земля, мы все созданы для того, чтобы быть в любви. Some very interesting research was done on what they call blue zones. И было очень интересное исследование, которое называлось исследованием голубой зоны. And there's a reference for that in my book. И здесь вы увидите это исследование. The blue zones are areas in the world where people live to 100 and older. Голубые зоны — это те зоны на Земле, где люди живут от 100 лет и выше. They all eat different things. Они все едят разные вещи. But there was a few consistent principles that came out of all the blue zones. Но всегда выходили несколько постоянных принципов из этих голубых зон. The first thing is that they were very spiritual. Первое — это то, что они были очень духовными. Spirituality played a very important role in their lives. Духовность имела очень большую роль в их жизни. Secondly, relationships were very important. Второе — взаимоотношения для них были очень важны. Purpose in their life was very important. Цель в их жизни была очень важна. And they ate all different diets, but it was real food, like I've just defined. И у них были разная пища, они принимали разные фрукты и так далее, продукты, но все это было свежим. And they made sure that they had sufficient rest. Rest, sleep, not just sleep, rest and relaxation. Rest. И они все имели правильное, то есть у всех был хороший отдых. So that includes sleep and relaxation. И это включает в себе и сон, и релаксацию. I have information on that in this book. И у меня также есть по поводу этого информация в этой книге и в этой книге. Mac and I live a very busy life. We travel 70% of the month. Мэг и я, мы живем очень занятой жизнью. Мы ездим, how many percent? 70% нашей жизни мы We ездим. literally live in hotels and go to work in an airplane. На самом деле мы просто живем в отеле, а потом идем на работу, едем на работу на самолете. And in between, I write a book a year, workbook, apps, online, TV programs. We're doing a lot. И между этим я пишу книгу, между этим мы делаем новые приложения, делаем программы, ТВ-шоу и так далее. And we have 4 children, and we're very involved in their lives, and they're И very у нас involved in our 4 lives. родителей, которые мы уже вовлечены в их жизнь, они вовлечены в нашу жизнь. I'm not telling you that to say anything special about И me. я не рассказываю вам для того, чтобы рассказать вам, какая я особенная. I'm just telling you that if I didn't apply my principles, I would not survive what I do. Я просто говорю вам, что если бы я не применяла сама свои принципы, я бы не выжила и не смогла делать то, что я делаю. Mac, myself, and our family, we apply these principles that I've been teaching you. Мэг, я и моя семья, мы все применяем те принципы, которым я вам We говорю. live lives of 21-day detoxes. Мы живем жизнью детоксикации 21 дня. Every day when I'm getting ready, that's when I do my detox. Каждый день, когда я готовлюсь, это тогда, когда я делаю свою программу We детоксикации. constantly practice self-regulation. Мы постоянно практикуем саморегуляцию. So if we get irritated with each other in the family, or Mac and I, we're very quick to stop and say sorry. И если вдруг мы раздражаемся в семье друг на друга или там какие-то непонятки, мы сразу же хотим это пресечь и сказать, извиниться, сказать извини. We've trained ourselves. It hasn't just happened. We have intentionally and deliberately made this our lifestyle. Теперь это не просто что-то произошло, мы с постоянством и намерением сделали это нашим жизненным стилем. And in between, we will make sure that we do have relaxation and rest. И между этим всем мы убеждаемся в том, чтобы у нас была хорошая релаксация и отдых. Even if it's an hour. Даже если это просто час. Like yesterday afternoon, I only had a couple of hours before we came back here. Как вчера у нас днем было просто несколько часов между тем, как я вернулась отсюда, и нужно было опять возвращаться вечером. And we fitted in a healthy meal, a healthy organic meal, И мы поели и приняли очень хорошую органическую еду. a sauna and a massage. И потом я пошла в сауну, и мне сделали массаж. I'm not saying you have to do that, but find something that works for your lifestyle. Но я не говорю вам, что вам нужно копировать и делать все то же, что делаю я, но найдите ваш путь, как вы это можете сделать в своей жизни. When you're tired, take a nap. Когда вы, допустим, сильно устали, возьмите там на какое-то время сон. Поспите. Mac and I have trained ourselves to nap on planes because we're always on planes. Мэг и я, мы себя подготовили и научили постоянно засыпать на самолетах, потому что мы постоянно там. We really deliberately and intentionally sleep well.
И мы постоянно спим, и намеренно мы хорошо там спим. We don't allow the worries of the day to interfere with our sleep. И мы не позволяем всем заботам или волнениям, которые есть, повредить нашему сну. And the days that we do lose sleep, so we control it. И в те дни, когда мы по каким-то причинам теряем наш сон, мы это контролируем. And if we can't find real food to eat, И если мы не можем найти хорошую еду, которую мы можем покушать, we don't eat. то мы не едим. Fasting is good for you. Постение, когда мы постимся, это хорошо для вашего тела. I have got stuff about fasting in here. И у меня здесь есть в этой книге, также в отношении поста. We know it's good spiritually. И мы знаем, что это хорошо для нашей духовности. It's also excellent for your brain and body health. А также это превосходно для вашего мозга, для здоровья вашего мозга, вашего тела. The older you get, the less food you need. И чем старше вы становитесь, тем меньше еды вам нужно And принимать. controlling food has shown to improve brain function. И когда вы контролируете вашу еду, это видно, как вы контролируете тогда функционирование вашего мозга. When you fast, you stimulate neuroplasticity in your brain and you increase focus. Когда вы поститесь, вы стимулируете нейробиологические вещества в вашем мозгу, и происходит лучше нейропластика. So when we are working, we really control how much food we eat so we can be more sharp and focused. Поэтому, когда мы контролируем, сколько и какую еду мы кушаем, мы можем иметь намного ясный и острый ум. So I've shared a lot with you over the last 4 sessions. Поэтому я поделилась многими вещами с вами на протяжении этих последних 4 уроков. But what I have shared is just the tip of the iceberg. Но то, что я вам показала, это всего лишь верхушка айсберга. There's so much more I wish I had time to share with you. И есть еще так много всего, чтобы я хотела с вами поделиться. But that's why I encourage you to please get the books that I have available in Russian. And if you can read English, I have 17 books. Get them all. У меня есть все эти книги на русском языке. Мы все переведем на русский язык. У меня 17 букв, которые мы все переведем. И я вас поощряю, возьмите их, I have приобретите. DVDs. У меня есть I have DVD. apps. У меня есть I have приложения. workbooks. У меня есть всевозможные книги для работы. And as we mentioned last night, if you go to my Instagram, Dr. Caroline Leaf, И если, как мы вчера говорили, если вы пойдете в Инстаграм, вы можете набрать доктор Кэролайн Лив. you'll see you can click on my TV show, И там есть всевозможные My иконки, podcasts. мои программы, мои ТВ-шоу, all my mental self-care tips, все мои, скажем так, помощь в том, как идти в здоровой ментальной жизни. Twice a week I release a mental self-care tip in the form of a video. И 2 раза в неделю я выпускаю определенные такие как бы вспомогательные видео, которые помогают вам, как It's это a делать. 1-minute video just to help you with a Просто mind of одноминутное mental видео, self-care. которое помогает вам, как производить If you саморегуляцию. follow me on social media, Если вы будете за мной смотреть в социальных Instagram, сетях, Facebook, на Фейсбуке, в Инстаграме, Твиттере, I give you stuff every day to help you to lead a healthier life. каждый день я там выставляю вещи, которые помогут вам идти, вести, иметь жизнь здоровья. I don't know what else to do Я не знаю, что я еще могу except сделать. encourage you to get this knowledge Вместо того, чтобы поощрить вам, чтобы вы получали эти and знания choose to change. и выбирали изменяться. Let people look at you and say the following: Позвольте, чтобы люди на вас посмотрели и сказали вот что. I'll have what she's having. Я хочу иметь то, что у нее есть. Thank you and God bless. Спасибо вам большое, пусть Господь вас благословит.